Если у вас пропал курсор мыши, то этот урок для тебя. В этом видеоуроке я вам покажу, как вернуть курсор мыши в Windows. Если, конечно, у вас она не сломана. Для этого мы будем пользоваться горячими клавишами Windows. Это познавательно, это умно, это топчик. Итак, поехали. Первый способ, из-за чего может возникать пропажа курсора, это какие-то ошибки в системе Windows. Давайте сейчас войдем в командную строку без мыши и просканируем нашу систему на наличие ошибок. Для этого нажмите сочетание клавиш Windows плюс X. Далее стрелочками на клавиатуре, которая находится в правой части клавиатуры, вверх-вниз. Вот вы листаете без мыши. Нас интересует выполнить. Вот я подвожу и нажимаю Enter. Далее здесь вы вводите CMD и нажимаете Enter. Ура, мы попали в командную строку. Теперь давайте введем команду сканирования жесткого диска на наличие ошибок. Итак, мы вводим svs пробел /scan now и нажимаем Enter. Итак, мы столкнулись с проблемкой. У нас должны быть права администратора. Давайте мы сделаем это через утилиту PowerShell. Нажимаем Alt F4 и закрываем CMD. Опять нажимаем Windows X и заходим в PowerShell от имени администратора. Далее мы здесь вводим ту же самую команду sfc /scan now и нажимаем Enter. Начато сканирование системы, этот процесс какое-то время должен занять. Данным способом мы проверяем Windows на наличие ошибок. Если они есть, данная команда их исправит. Итак, Windows нашла какие-то ошибки, но нас далее интересует еще одна утилита для проверки целостности системы. Теперь мы вводим следующую команду для восстановления целостности системы. Данная команда будет обращаться к центру обновления Windows, чтобы найти поврежденные файлы в вашей системе. И нажимаете Enter. Данную команду я оставлю в описании под видео. Так что, чтобы не вводить, просто копируете ее и запускаете в PowerShell от имени администратора. Итак, сейчас будет подключение к центру обновления Windows. Это также займет какое-то время. После того, как скачаются необходимые файлы для вашего компьютера, вы перезагружаете систему, нажимаете сочетание клавиш Alt F4. И теперь вы можете стрелками на клавиатуре вверх-вниз, влево-вправо выбрать то, что вам нужно, а именно перезагрузка. И нажимаете Enter. Это был первый способ. Если он вам не помог, переходим ко второму способу. Итак, поехали. Если ваша мышь физически исправна, то я 100% уверен, что вы накосячили с драйверами. Для этого нам нужно как-то попасть в диспетчер устройств Windows, где находится наше все оборудование, где мы можем поиграться с драйверами. Для этого мы нажимаем сочетание клавиш Windows плюс X. Теперь мы стрелками вверх-вниз на клавиатуре переходим в диспетчер устройств и нажимаем Enter. Тут нам понадобится клавиша Tab, табуляция. Она находится слева на клавиатуре. Вот видите, выделился наш компьютер. Теперь мы стрелками вверх-вниз переходим в раздел мыши и иные указывающие устройства. Теперь вот этими стрелками, которыми мы только что перемещались вверх-вниз, надо нажать стрелочку вправо, чтобы провалиться в нашу мышь. Теперь мы нажимаем Enter. Клавишей табуляции, которая находится в левом углу клавиатуры, мы переключаем до параметра общие события, драйвер, неважно, куда-то нам нужно из них попасть. Вот видите, я к табуляции нажимаю ОК, отмена.
И вот мы попали в общее. Теперь общее выделено. Теперь стрелочками опять на клавиатуре мы попадаем в меню драйвер. Вправо стрелочку нажимаем. Теперь опять табуляцией мы перемещаемся до нужного нам пункта меню. Нам нужно удалить устройство. Еще раз табуляция, еще раз и еще раз. Теперь мы нажимаем Enter. И еще раз Enter. Теперь смело вы можете перезагружать свой компьютер, и я уверен, мышь заработала. Если еще не заработала, вы можете попробовать откатить драйвер. Но мы сделали